Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Katizen, который у нас проводит Airdrop Pass, очередной второй сезон у нас, второй Airdrop Pass. И он подошел у нас к концу, таймер кончился, висел у нас баннер о том, что они проводят расчеты. Давайте вот поставлю даже, получается, сам бот. Был у нас такой баннер, он и остается, что Airdrop Pass сезон второй подошел к концу. И они сейчас, процесс калькуляции у них идет, подсчетов. Сколько мы с вами там заработали. Только у меня возникает один вопрос. Какие расчеты они там вообще делают, так как у нас на балансах было указано количество Кэти токенов, которые мы с вами получаем от общего пула. Да, у каждого было это написано, просто нужен снапшот и эти циферки. Было указано количество поинтов в бомбе, было указано количество поинтов Кэти, именно Telegram-бота. То есть все цифры были. Какую калькуляцию они там проводят, что они там считают, я вообще не понимаю. То есть уже, сколько там, неделю, наверное, назад, да, закончился у нас этот Airdrop Pass второй, и мы вот до сих пор ждем, пока они все накалькулируют. Но вот они свой пост выложили в официальном Telegram-канале о том, что 7 мая, это спустя еще неделю, то есть 2 недели, у них калькулятор один просто на всех, а народу много, поэтому они очень долго так считают, что 7 мая мы все-таки получим свои результаты, и получается нам зачислят наши токены Кэти и токены Бомби на наши аккаунты сразу. То есть эти токены перечислят нам на аккаунты внутри Кэти игры и внутри Бомби, получается, соответственно. Эти поинты начислят. А что касается именно токена Кэти, который там был, основной пул, за что мы именно и боролись, потому что оно единственное, кто у нас уже залищен, да, торгуется на биржах, то есть это единственная монета, которую мы получаем здесь в Airdrop Pass, которая имеет уже какую-то ценность. И что мы сейчас можем вообще сказать по токену Кэти? У меня теоретически, я уже не помню там сколько было, в районе, наверное, 480 токенов Кэти. Токенов Кэти за этот Airdrop Pass. Не помню, сколько там поинтов в бомбе, там 200 чем-то тысяч, и сколько-то миллионов там было именно Кэти. Все это как бы не суть, бомбе там совсем это копейки, не знаю, ничего не значащие. Вот. И 7 мая, точнее, мы с вами получим токены Бомби. Что касается еще Telegram-бота Бомби, о том, что вот 7 мая нам еще только накинут туда дополнительные поинты. Следовательно, до 7 мая мы не ждем вообще никаких снапшотов, да, там, снимков экрана, каких-то подсчетов и тому подобное. То есть, как я и говорил, ориентировочно 15 мая мы с вами получим какую-то информацию по поводу дропа именно Бомби. А что касается Katizen, то здесь нам эти токены, поинты, точнее, туда накинут на наши аккаунты, а именно основной токен Кэти, скорее всего, как и в предыдущем airdropе, нам дадут там 3 дня посмотреть на эти балансы, и потом через 3 дня на неделю нам включат клейм, что мы сможем заклеймить себе внутрь, именно, в прошлый раз было так, внутрь Telegram-бота Katizen, а из Telegram-бота Katizen уже вывести на тот кошелек, который у нас привязан. Соответственно, то есть, в теории мы свои токены сможем забрать там, тоже к 15 мая, плюс-минус, может быть, чуть-чуть пораньше. И что вообще? Я покупал премиум вот этот аккаунт, премиум подписку, да, в Katizen, точнее в Airdrop Pass втором, и покупал еще дополнительный опыт. Для чего я покупал тот самый опыт? Это, грубо говоря, на старте, потому что когда ты покупаешь тот самый премиум аккаунт, у тебя все равно опыта там, так же, как у всех. И чтобы мне потом дополнительно вот эти ящики открывать быстрее, чем остальные все, кто просто будет идти, я покупал дополнительный опыт. В общей сложности на все покупки с Airdrop Pass'ом, со всем этим опытом, плюс там дополнительные мелкие покупочки, у меня ушло в общей сложности $101 в Airdrop Pass. Из них где-то теоретически долларов 10, наверное, 20 было внесено как донатом там в Бомбе. Даже, может, чуть-чуть побольше. Донатом именно в Бомбе. Так что его я не буду учитывать, а буду учитывать именно вот эту покупку опыта там, в районе $80. И сейчас, на данный момент, у нас токен Кэти торгуется в районе 8,5 центов. То есть, довольно-таки он неплохо укатался с того времени, как начался этот Airdrop Pass, да, и теоретически у меня там на балансе было 480. Я там не гнался за тем, чтобы там приглашать рефералов, чтобы, за эти получать поинты дополнительные, чтобы там донатить каждый раз, каждую вот эту неделю, чтобы забирать эти там опыт тот же, да, чтобы забирать дополнительные поинты. Все, я вот внес, купил себе, получается, премиум
подписку и купил дополнительный опыт. Все. И вот я сейчас получу 480 плюс-минус там этих токенов Кетти. Если мы умножим это на 8,5 центов, то это 41 доллар. То есть я ушел в минус на половину от своих вложенных. Ну, как это все рассчитывать? Ну, в теории, когда я получу свои токены Кетти, я их не буду никуда тратить, потому что бомби уже у нас закончится, смысла не будет туда токены Кетти именно донатить. Я их оставлю на кошельке, потому что, я верю как-то чуть-чуть маленечко именно в Кетизен, вот эту экосистему Кетизена, в их гейм-центр, да, что они тут развиваются, у них бомби есть. Ну, что когда-нибудь, когда закончатся разлоки, потому что у Кетизен их токены Кетти, очень много локов сейчас находится у инвесторов, и эти разлоки происходят, инвесторы получают свои токены, и скорее всего их продают, и поэтому у нас так токен этот укатывается и укатывается и укатывается. Разлоки еще будут идти энное количество времени, не будем сейчас вдаваться в эти подробности, потому что ролик у нас не про это. Но разлоки есть, токен укатывается, но когда разлоки закончатся, токен начнет расти, потому что он участвует в жизни экосистемы, в донатах, в играх внутри гейм-центра Кетизен. Так что я надеюсь, по крайней мере, на этот токен, и, возможно, в будущем мне пригодится где-то в донатах в новую там Кэпи Бомб игру, да, либо во второй сезон там Бомби, если он все-таки будет. Так что оставлю, пускай лежат и есть пить не просят. Так что могу сказать по airdrop пассу второму? В первом airdrop пассе я вышел в плюс, во втором airdrop пассе я вышел в минус на 50% от своих вложенных. И так что, наверное, в третьем airdrop пассе участие принимать не буду. И если и буду принимать участие, то только на бесплатной основе. То есть вот этот премиум подписку покупать я не буду, потому что вот из-за нее я ушел в минус. Она, по-моему, если не ошибаюсь, стоила, поправьте меня в комментариях, по-моему, 49 долларов, да? Если я не ошибаюсь, это сейчас заходить в свои ролики, смотреть ролик, где я там оплачивал это все дело. Но я говорю, что дополнительный опыт, может быть, зря был этот куплен. Надо было потихонечку так самому это все подкапливать. Возможно, тогда бы вышел в ноль, может быть, какой-то плюс. Но пока вот так вот, в минус 50%, в принципе, я не расстроен, да, там не такие уж великие деньги. Я и не надеялся там сделать какие-то иксы на airdrop пассе, потому что это не то, где можно сделать тут иксы. Но здесь есть дополнительные поинты бомби, есть дополнительные поинты Кетти. Возможно, потом впоследствии я по ним какой-то плюс выйду, и airdrop пасс, получается, мне будет плюсовой. Пока он в минус 50%, и посмотрим, сколько будет стоить у нас именно токены Бомби и Кетти, когда они выйдут. Вот такие вот новости у нас были по Кетизену, по airdrop пассу второму. Ожидаем 7 мая, когда нам все это начислят на аккаунты. Обязательно запишу видосик, покажу, что все пришло, сколько, где, чего заработал. А пока вот так вот. Так что я вам крайне не советую принимать участие в подобных проектах, как airdrop пассы, как вообще Telegram-боты. Не вносите сюда донаты, не тратьте свое время. Из ролика в ролик это я говорю. Есть люди, которые меня слушают, есть люди, которые меня не слушают. Вот. Но все же повторяю каждый раз, не тратьте время, не тратьте деньги свои, посвятите лучше для своей жизни все это, потратьте время, это деньги, все для своего удовольствия, для своей жизни, оно у нас короткое и так. Так что вот такие вот сегодня были новости, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.